26 июля, 7 часов, около 7 часов вечера, приехал домой с работы. Со двора выводили внука, уже избитого, посадили в машину. Кто выводил? Это Национальная гвардия. Были знаки различия, батальон Азов, батальон Айдар, здесь кого только не было. И правый сектор был, и Днепр был. К какому именно подразделению они относились, неизвестно было. Одели мешки на голову, забрали меня, отобрали машины две, легковой автомобиль и грузовую машину. Увезли, у нас здесь есть гора Зотов, повезли туда, там стояло ихнее все подразделение, лагерь находился. Привезли в этот лагерь, представили нас как наводчиками, корректировщиками ведения огня. Начали избивать. После избиения посадили в машины и повезли в неизвестном направлении нас. Внука выбросили по дороге, добили насмерть и выбросили на обочине. Меня подбросили в Тельмановскую больницу. Оставили там, пытали всю ночь, а утром увезли в больницу. Подбросили. Сказали, через 3 суток приедут, якобы хотели меня на кого-то менять. Но обмен не произошел, охрана там стояла 2 дня, наблюдали за мной, кто ко мне являлся, кто приезжал ко мне, с кем я общался. После 2 дней они охрану сняли, находился 2 недели в больнице, после чего приехал домой. Скажите, пожалуйста, как они с вами обращались? Очень жестоко. По рассказам моей матери, которая прошла всю Великую Отечественную войну, такого немецко-фашистские захватчики не делали. Это фашизм даже назвать нельзя. Это не фашизм, это изверги. Они пришли, говорили, якобы мы пришли вас освобождать. От кого? Они издевались, полностью издевались над всеми людьми. Скажите, вас избивали, да? Избивали ногами, прикладами били, иголки под ногти загоняли. Это они хотели били что-то, какую-то информацию? Били, отливали водой и по новой начинали бить. Издевались и не только надо мной, в соседней комнате я слышал, как пытали еще молодого парня. По разговорам я понял, что это работник прокуратуры был. Его пытали, кому сдавал какую-то информацию, сливал, что там, чего. Тоже избивали, топили его тоже в тазике, его задыхался. А утром его нашли расстрелянным на обочине дороги, то же самое. Контрольный выстрел в голову был, да, его привезли в Тельмановский морг, когда в то время я находился в этой больнице. Ну-ка вот сказать, это я знаю. Он выпрыгнул с машины сам. Шагает по земле. Это... члены вашей семьи, пострадавшие, есть? У меня внука убили, я говорю. Забили, насмерть забили. И взяли вдвоем, 26-го вечером, 7 часов как фамилия, вечера. Отчество? Михайлов Дмитрий Олегович. Сколько лет ему было? 24 года. 24 октября. И за что его убили? Года. Ну, ни за что, ни за что. Вместе с вами его забрали, да? Да. Ну, а внука похоронили. Даже по-человечески похоронить не дали. Очень много людей хотели прийти, но сказали, что будут стрелять. Все под охраной. И нас сопровождали до самого кладбища. Вот они сопровождали, они возле дома снимали, они снимали и возле кладбища, и здесь ходили возле дома с автоматами, и вот тут на углу стояли военные. Да они все это время здесь мародерничали, с этого магазина все повытаскивали, все, новая почта не успевала работать. Они жили здесь в доме потом. Мародерством занимались неимоверно. Они здесь творили, дай бог, что каждый день. Они пили по-черному здесь, пьют и начинают с 5-6 вечера стрельба с автоматов, с пулеметов, стрельба вплоть до того, что даже с тяжелой артиллерией они друг на друга блокпосты на птичнике стояли, на подзор там стояли. Кто по кому стрелял, в общем, били по, я не знаю, неимоверно. Они своих двоих убили. Здесь вот магазин рядом, прямо в центре поселка, они сами своих двоих застрелили. А за что, не знаете? Ну, по пьяни не поделили они. Что они не поделили, непонятно.
И 2 трупа пролежало до самого утра посреди дороги. Так они возле магазина застрелили, вытащили их, видно следы волочения, следы крови на середину, на центр асфальта. Положили их. И они лежали до утра. Утром только приехали. ГАЗ-66 был с эмблемой Азов. Была, батальон Азов. Забрали эти 2 трупа, и потом эта машина вернулась на место происшествия. Эти шашки какие-то лежали там, еще растяжки эти. Использованные, одна, по-моему, даже целая была, эта машина обломалась, сутки простояла, машина там возле магазина брошенная была, потом они ее забрали, утянули. Ну, здесь ежедневно, не было такого дня, чтобы не было между собой у них перестрелки, трупы возили, раненых в больницу, постоянно, каждый божий день поступали, и все списывали на ДНР. Хотя здесь, как такового, ДНР вообще не присутствовало, вообще никого не было. Когда они отсюда уже ушли, зашли 5 человек, 5 ребят с ДНР зашло сюда в поселок, они целой колонной со стороны мельницы Нового Света зашли. Прямой наводкой расстреляли по поселку, по жилым кварталам, по жилым домам. Магазин двухэтажный разрушили у нас. И жилые дома, вот можно проехать и посмотреть на эти дома, до сих пор они восстанавливаются только. Вот. И эти 5 человек, ну приехала помощь, 10 человек еще, 15 человек, их пленили, там 100 до 140 человек их было, они сдались в плен.